Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня поговорим о том, как правильно разводить самогон, ну или спирт, кому там что нужно. Опытные самогонщики уже все это знают, но у новичков часто возникают вопросы. Поэтому давайте начнем с самого простого. Вода для разведения самогона или спирта должна быть хорошей, желательно мягкой, чистой, ну как положено. Я чаще всего использую воду покупную. Из-под крана у меня она идет себе так себе. Фильтры тоже очищают ее только хорошо, пока они новые. У меня есть марка любимой воды, которую я беру уже проверенной, на которой получается потом мягкий и хороший самогон. И ей пользуюсь. Подбирал я это опытным путем. То есть пробовал разные. Покупал производителей разных. Хвалить вам не буду. Рекламировать кого-то тоже не буду. Здесь вам придется уже ориентироваться на собственный нюх, вкус и прочее. Вода – это самый важный ингредиент у нас. Ну, конечно, самогон, само собой. Для браги воду можно брать из-под крана, и даже чаще всего, лучше всего брать из-под крана. У меня есть об этом видео на канале про секреты правильной браги. Можете посмотреть. Когда мы разводим самогон, мы уже дальше не дистиллируем по сути, поэтому вода должна быть чистая и хорошая. Подбирайте. Можно использовать родниковую воду, но иногда в ней бывает много различных примесей, что тоже не всегда хорошо. Второе. Пользуйтесь хорошими измерительными приборами. То есть вот такие вот спиртометры поначалу новички берут именно такие, эти вот простенькие. Он у меня валяется уже давно, я им не пользуюсь, но начинал я тоже вот с такого. У них очень большая погрешность, то есть на самом деле там может быть не 40 градусов, а 45 и прочее. Танцуют они по-разному, все это делается по-разному. Поэтому, если вы все-таки занимаетесь нашим хобби, а не просто разово у вас там какой-то спирт появился, вы его развели, сделали себе настойку и все, прикупите себе вот такой вот наборчик, ну хотя бы такой, спиртометров вот этих ASP3, у которых деления идут градации совсем по-другому. То есть вот это вот от 40 до 70, от 0 до 40 и большой от 70 до 100. Я его уже разбил, который здесь был в комплекте, покупал отдельно. Это комплект с AliExpress. Здесь еще градусник идет, термометр, потому что мерить самогон наш, когда мы развели или просто, нужно при 20 градусах. Даже вот на этом простом указано, что нужно 40, это при 20 градусах. В этом наборе шла книжечка с градациями шкалы по температуре. Там, если у вас 25 градусов, 30 градусов, соответственно, будет по-другому измерение. Все. Это удобно. Книжечку я эту выкинул, у меня в телефоне есть эта табличка на всякий случай. Еще такой важный аспект, когда вы разводите самогон. Очень часто это возникает вопрос, и даже наверное, не вопрос, а целая война, что во что лить. Воду в самогон, самогон в воду. Ну, если быть правильно говорить, то спирт в воду или воду в спирт. На самом деле глубоко пофиг. Вот я не знаю тех людей, которые могут определить через месяц, что во что я налил. То есть вот никакой разницы ни в запахе, ни во вкусе нет. Если кто-то эту разницу чувствует, то напишите в комментариях, будет интересно. Но я таких людей не встречал. Но повторяюсь, это не сразу после разведения, а где-то через хотя бы недельку, когда постоит. Потому что когда вы разводите, там происходит реакция, и спирт с водой смешивается неравномерно. То есть остаются еще отдельно молекулы воды, молекулы спирта. Если вы будете пить это сразу, то будет такой достаточно своеобразно обжигающий вкус. То есть будет вода и спирт еще раздельно на самом деле. Хотя вам кажется, что вы развели, ну как бы жидкость, она разведена, но она по сути еще не среагировала между собой, молекулы воды и спирта, и напиток будет жесткий, поэтому всегда рекомендуется отдых, хотя бы неделю. Через неделю картина поменяется, все это там уже среагирует правильно, и у вас получится мягкий, хороший самогон. Вот такие простые правила, то есть на самом деле хорошая вода, правильное измерение, потому что вы можете подумать, что вы развели до 40, а у вас там будет 45, соответственно, будет жестче питься, сложнее питься для многих. И выдержка после разведения.
отдых. Хотя бы неделю. Но начинайте обязательно с хорошей воды. Если кто-то использует воду из-под крана и ему нравится, тоже напишите мне, это будет интересно, потому что вода из-под крана у нас все-таки... Я не знаю, у кого хорошая вода из-под крана, если только нет скважины своей. Вот, в общем-то, такие простые секреты, которые, я говорю, знают опытные, но иногда возникают вопросы у начинающих. На этом вроде все. Всем удачи!